Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по просторам нашей галактики, Млечного Пути, чтобы познакомиться с самыми странными планетами, которые удалось обнаружить астрономам. Эти миры настолько необычны, что кажутся выдумкой из научной фантастики. Но они реальны, и каждый из них заставляет нас пересматривать наши представления о том, какими могут быть планеты. Мы поговорим о 10 таких космических чудаках, разберем их особенности, поразмышляем, почему они такие странные, и даже попробуем представить, что бы мы увидели, если бы оказались рядом с ними. Погнали! Начнем с планеты HD 189733b. Этот голубой гигант находится примерно в 64,5 световых годах от нас, в созвездии Лисички. На первый взгляд она напоминает Землю из-за своего яркого синего цвета, но не спешите с выводами, это не океаны и не атмосфера, полная кислорода. Цвет этой планеты обусловлен частицами силикатов в ее атмосфере, которые рассеивают свет. Но самое странное здесь – это погода. Температура на дневной стороне достигает 930 градусов Цельсия из-за близости к звезде, и там бушуют ветры со скоростью до 8700 км в час. Это в 7 раз быстрее звука. А еще на этой планете идут дожди из расплавленного стекла. Представьте себе, раскаленные капли силикатов падают с неба под углом из-за этих ураганных ветров. Ученые считают, что такая атмосфера сформировалась из-за экстремальной близости планеты к своей звезде, которая буквально выжаривает ее верхние слои. Интересно, что эта планета всегда повернута к своей звезде одной стороной, как Луна к Земле, а на темной стороне температура падает до 425 градусов. Все еще жарко, но уже не так безумно. Почему она такая? Возможно, это результат ее эволюции, как горячего Юпитера, газового гиганта, который слишком близко подошел к своему Солнцу. Дальше у нас Глис 504b, еще один газовый гигант, но уже совсем другой. Эта планета находится в созвездии Девы, примерно в 57 световых годах от нас, и выделяется своим потрясающим вишневым цветом. Почему она такая яркая и необычная? Ученые говорят, что Глис 504b еще молода, ей всего около 160 миллионов лет, и она все еще излучает тепло от своего формирования. Это тепло придает ей пурпурно-розовый оттенок, который делает ее похожей на драгоценный камень в космосе. Но странность этой планеты не только в цвете. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 9 раз больше, чем Юпитер от Солнца, что противоречит нашим моделям формирования газовых гигантов. Обычно такие планеты образуются ближе к звезде, где больше материала для их роста, а потом могут мигрировать. Но Глис 504b, похоже, сформировалась прямо там, где находится, и это заставляет астрономов чесать затылки. Может ли это означать, что в нашей галактике существуют совсем другие механизмы рождения планет, о которых мы пока не знаем? Теперь давайте заглянем к Тои 849b, планете, которая выглядит как космический огрызок. Она находится в 730 световых годах от нас и представляет собой ядро бывшего газового гиганта. Представьте себе, когда-то это была огромная планета, возможно больше Юпитера, но ее звезда буквально испарила всю газовую оболочку, оставив только плотное скалистое ядро размером с Нептун и массой в 39 раз больше Земли. Температура на поверхности достигает 1500 градусов Цельсия, и никаких следов атмосферы там нет, все сгорело. Ученые предполагают, что Тои 849b слишком близко подошла к своей звезде, и ее внешние слои просто испарились под воздействием мощного излучения. Это как если бы вы оставили мороженое под палящим солнцем, от него останется только вафельный рожок. Эта планета заставляет задуматься, сколько таких мертвых ядер скрывается в галактике, и могли ли некоторые из них когда-то быть обитаемыми, пока их звезды не решили иначе. Следующий в списке PCR G1719-1438b, или как еще его называют, алмазная планета. Она вращается вокруг пульсара сверхплотной нейтронной звезды, которая осталась после взрыва сверхновой. Эта планета находится в 4000 световых годах от нас и, возможно, состоит из кристаллического углерода, то есть это гигантский алмаз размером с Юпитер. Как такое возможно? Скорее всего, она была спутником звезды, компаньоном пульсара, но после взрыва сверхновой ее внешние слои сдуло, а ядро сжалось под гравитацией и превратилось в углеродный кристалл. Ее орбита невероятно быстрая, полный оборот занимает всего 2 часа и 10 минут, а расстояние до пульсара всего 600 тысяч километров. Это меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Но не мечтайте о добыче алмазов. Излучение пульсара сделает любое путешествие туда смертельным. Эта планета пример того, как экстремальные условия в космосе могут создавать нечто совершенно невероятное.
Теперь поговорим о GG1214b, которую называют водным миром. Она находится в 48 световых годах от нас и относится к классу суперземель, планет больших, чем Земля, но меньших, чем Нептун. Что делает ее странной? Ученые считают, что это планета-океан, полностью покрытая водой, но не такой, как мы привыкли. Температура на поверхности достигает 280 градусов Цельсия, и вода там существует в виде горящего пара или даже сверхкристаллической жидкости из-за высокого давления. Представьте себе мир без суши, где паровая атмосфера плавно переходит в бесконечный океан. Масса GG1214b в 6,5 раз больше Земли, и вода может составлять до 50% ее массы. Это намного больше, чем на нашей планете. Откуда столько воды? Возможно, она сформировалась далеко от своей звезды, где было много льда, а потом мигрировала ближе, где лед растаял. Но жизнь там вряд ли возможна. Слишком жарко и слишком много давления. Это как гигантская сауна, только без выхода. Дальше у нас 55 Канкрие, планета, которую называют лавовым адом. Она находится в 41 световом годе от нас в созвездии Рака и вращается так близко к своей звезде, что год там длится всего 18 часов. Температура на дневной стороне достигает 2400 градусов Цельсия, и поверхность, вероятно, покрыта океанами расплавленной лавы. Но вот что странно, самая горячая точка планеты не смотрит прямо на звезду, как ожидалось, а немного смещена. Почему? Одна из теорий гласит, что у 55 Канкрие есть плотная атмосфера, которая переносит тепло. Другая, что планета все-таки вращается, несмотря на приливной захват. А еще она может быть богатой углеродом, что делает ее потенциально бриллиантовой внутри, как PCR G1719 1438b, только горячей. Это планета-загадка, которая показывает, как мало мы еще понимаем о поведении миров в экстремальных условиях. Теперь давайте взглянем на Трейс-2b, одну из самых темных планет в галактике. Она находится в 750 световых годах от нас и отражает меньше 1% света своей звезды. Для сравнения, уголь отражает около 4%. Почему она такая черная? Ее атмосфера полна паров натрия, калия и оксида титана, которые поглощают свет. Температура там около 1000 градусов Цельсия, и она тоже относится к горячим Юпитерам. Ученые до сих пор спорят, что именно делает ее такой темной. Возможно, там есть неизвестные химические соединения. Представьте себе планету, которая буквально растворяется в темноте космоса, как черная дыра, только живая и горячая. Это как космический призрак, которого мы едва можем разглядеть. Следующая планета WASP-12b. Планета, которая буквально умирает на наших глазах. Она находится в 1400 световых годах от нас и имеет форму яйца из-за того, что ее звезда вытягивает ее материал. Год на WASP-12b длится всего 1,1 земного дня, а температура достигает 2200 градусов Цельсия. Ее атмосфера испаряется со скоростью 189 миллионов тонн в секунду, и ученые считают, что через 10 миллионов лет от нее ничего не останется. Почему она такая странная? Это пример того, как звезда может уничтожить свою планету, если та подойдет слишком близко. Интересно, что в ее атмосфере нашли углерод, что делает ее похожей на гигантскую раскаленную угольную головешку. Это напоминание о том, как хрупкими могут быть миры в космосе. Девятая в нашем списке Кеплер-43-8b, которая могла быть похожей на Землю, но что-то пошло не так. Она находится в 470 световых годах от нас и расположена в обитаемой зоне своей звезды, Красного Карлика. Ее радиус всего в 1,12 раза больше земного, и теоретически там могла бы быть жидкая вода. Но вот странность. Ее звезда слишком активна, и мощные вспышки излучения, вероятно, сдули атмосферу или сделали поверхность стерильной. Это как если бы Земля оказалась под постоянным рентгеновским обстрелом. Ученые до сих пор спорят, пригодна ли она для жизни, но пока это выглядит как трагедия. Планета, которая могла стать второй Землей, но стала жертвой своей звезды. И, наконец, HR5183b, планета с самой эксцентричной орбитой в нашем списке. Она в 3 раза больше Юпитера и находится в 100 световых годах от нас. Ее орбита настолько вытянутая, что она то приближается к своей звезде ближе пояса астероидов, то улетает за пределы орбиты Нептуна. Один оборот занимает от 45 до 1000 лет. Почему так? Возможно, она пережила гравитационное столкновение с другой планетой, которая выбросила ее на такую траекторию. Это делает HR5183b разрушителем. Если бы она была в нашей системе, она бы разметала все планеты на своем пути. Это как космический бумеранг, который никто никогда не сможет поймать.
Вот такие они самые странные планеты нашей галактики. Каждый из этих миров – это вызов нашим знаниям и воображению. Они показывают, насколько разнообразен может быть космос. От алмазных ядер до стеклянных дождей, от темных призраков до умирающих гигантов. Что думаете вы? Хотели бы вы посетить одну из них, если бы могли? Или может у вас есть своя любимая странная планета? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось это путешествие, и подписывайтесь. Впереди нас ждет еще больше космических загадок. До встречи среди звезд.